Всем привет и добро пожаловать на новый видеоканал нашей лаборатории. Меня зовут Иван Перл, и я являюсь руководителем лаборатории облачных решений и моделирования КОСМ университета ИТМО. В социальной сети ВКонтакте довольно давно у нас есть официальная группа нашей лаборатории, где мы публикуем много разной полезной информации, много репостов с интересными видео и так далее. И часто нас спрашивают, а почему мы, собственно говоря, не рассказываем о своих собственных разработках, о том, чем живет лаборатория, чем она занимается, в каком-нибудь интересном формате, например, в формате видеоблога. И в конце концов мы собрались и решили попробовать и такой формат. Итак, о чем же мы будем рассказывать на страницах нашего видеоблога для подписчиков нашей группы и нашего канала на Рутюб? Во-первых, хочется начать с наших проектов. В лаборатории делается довольно большое количество проектов различной направленности. Связано их то, что это в большинстве случаев облачные сервисы, которые разрабатываются нашими студентами для решения конкретных практических задач. В прошлом семестре в нашей группе работало 30 студентов, которые работали над 13 интересными проектами, на которых будет интересно рассказать, познакомиться с членами этих проектов. Мы запишем отдельные видео, где представим наши команды, где они сами смогут рассказать о том, как велась работа над проектом и что у них из этого получилось. Наши проекты интересны не только потому, что они приносят практическую пользу, а также потому, что они максимально приближены к коммерческой и промышленной разработке. То есть работа над всеми проектами ведется строго по промышленным процессам. Мы используем широкий спектр инструментов, с которыми студенты столкнутся, когда выйдут на работу в реальной компании, покинув стены университета. Например, системы работы с задачами, непрерывной интеграцией, постоянное тестирование. У нашей лаборатории своя собственная облачная инфраструктура, в рамках которой мы разворачиваем все эти решения. И таким образом студенты проходят полный цикл от того, что они готовят описание проектов, готовят требования, определяют архитектуру, определяют схему развертывания, разрабатывают решения и проходят все шаги, которые проходит практически любое коммерческое решение такого типа. Поэтому это позволяет пройти полный цикл, собрать необходимый опыт работы над выпускными квалификационными работами. Вторым важным аспектом работы нашей лаборатории является проведение практических исследований и, скажем так, научных проектов. Ключевым фокусом, основным фокусом, над которым мы работаем, является компьютерное моделирование. И у нас уже есть несколько интересных прецедентов, когда мы работали с крупными коммерческими компаниями, которые работают в областях реальной экономики, такие как грузоперевозки, например, для которых мы осуществляли моделирование, разрабатывали модели сложных систем для того, чтобы решать практические задачи. Например, повышение эффективности, снижение стоимости и так далее. Об этих проектах мы тоже с удовольствием расскажем, подготовим соответствующие видео, опубликуем их, чтобы можно было познакомиться с этим вопросом. И эти проекты интересны с той точки зрения, что они очень хорошо отвечают на вопрос, а зачем нужно современное компьютерное моделирование, потому что многие полагают, что компьютерное моделирование — это что-то такое очень околонаучное, да, для решения сложных научных задач, но на самом деле есть широчайший спектр практических применений, и крупные компании все более и более активно прибегают именно к компьютерному моделированию в процессе разработки, поддержки и подготовки своих решений. Еще одним направлением, третьим направлением, являются наши собственные исследования. У нас есть несколько исследовательских проектов, которые мы ведем самостоятельно, и некоторые из них вырастают в крупные международные проекты. Так, например, один из них мы делаем совместно с университетом из Индии. Этот проект выиграл в свое время хорошее финансирование совместного гранта между Россией и Индией, и сейчас появляются все новые и новые заинтересованные лица в результатах этого исследования, поэтому оно активно набирает обороты. Про него тоже отдельно расскажем. Следующим интересным разделом, которому хотелось бы уделить время в нашем видеоблоге, являются просто различные темы, которые возникают у нас, например, на лекциях или семинарах при работе со студентами. Так как мы читаем широкий спектр лекций по разным дисциплинам, очень часто возникают интересные вопросы от студентов или интересные обсуждения, результатами которых хочется поделиться за пределами лекционного зала. Да, хочется как-то более это оформить, подготовить и поделиться с более широкой аудиторией. И под такой более широкой аудиторией мы
именно понимаем как раз-таки подписчиков нашей группы ВКонтакте и подписчиков нашего видеоблога на канале Рутюб. Спасибо большое за ваше внимание. Хотелось бы еще раз поприветствовать вас в нашем новом видеоблоге. Спасибо и до новых видеовстреч.